Всем привет! Вы на канале Украшаем кремовые торты. Я Жанна. Сегодня будем украшать вот такой тортик, который я уже выровняла. Диаметр торта 20 сантиметров. Мне понадобится вот такая насадка трубочка. Начну я с нее. Украшаю я белковым заварным кремом без пектина. У меня на канале есть два рецепта с пектином и без. Можно взять вот такую насадку трубочка, а можно просто у мешочка отрезать кончик, как вам удобно. Я показываю так, как делаю я. Из белого крема делаю подложку вот такую вот кремовую в виде трубочки, где соединяется, собственно, сам торт и подложка. Позже покажу, для чего это нужно. Далее беру вот такую вот насадку с зубчиками. Ширина ее 1 сантиметр. И делаю вот такие вот волны. Шириной примерно по 6 сантиметров. Эти волны я накладываю на подложку из белого крема. Так они будут более объемными. Дальше мне понадобится вот такая вот маленькая насадка, закрытая звезда 5-лепестковая. И этой звездой делаю вот такие вот завитки. Они утолщаются к центру рюши. И такие завитки делаю по всему периметру рюш. Дальше мне понадобится вот такая вот насадочка, она тоже без номера, здесь много лепесточков, закрытая звезда. И этой насадочкой делаю ракушку на стыке двух рюш, как будто ракушка выходит из-под рюши. Таким образом соединится стык, закроется. Дальше мне понадобится вот такая вот насадочка. Она у меня тоже без номера. Это все насадки с AliExpress. У них, как правило, нет номеров. И отсаживаю вот таких два завитка от краев рюши. Оба свожу в центр и ракушку сверху. И получается у меня вот так вот. И следующий завиток слева, завиток справа и ракушечку сверху вниз. И так продолжаю до конца. Далее насадкой трубочкой 2 миллиметра отсаживаю вот такую вот пуговку. И делаю это по всему периметру торта. С помощью какой-нибудь посудины, у меня это обычный мерный стакан, делаю вот такой вот круг, оттиск со смещением немного от центра. Насадкой трубочкой 2 миллиметра в этой окружности прорисовываю сетку. И повторяю рисунок такой же, как внизу. Делаю вот эти рюшки в виде цветочка. И насадкой закрытая звездочка маленькая
прорисовываю вот такие вот завитки. Закрываю этот стык цветочка и сеточки. Вот такая вот уже нарядная основа для будущего торта готова. Здесь по краю будут размещаться цветы. Для этого отсажу немного крема, чтобы цветы были как бы немножко пообъемнее, на возвышенности. Ну и приступаю к своим любимым розам. Работать я буду вот такой насадочкой. На выходе она 3 сантиметра. Как всегда, отсаживаю немного крема на гвоздик. Чем больше отсадите крем, тем более объемнее будет цветок. Припылять я цветок буду китайским порошковым красителем. Продаются они на Алиэкспресс. Вы меня часто спрашиваете, ищите там. Вроде бы говорят, есть и на маркетплейсах. Цветы, припыленные этими порошковыми красителями, становятся более бархатистые и яркие. Использую красный и коричневый цвета. Коричневым цветом припыляю в основном серединку и нижние лепестки розы. И сейчас я покажу, как с помощью шпажки сделать вот такой вот рваный край. Можно просто немножко вот так вот порвать лепесток. И если мы намочим шпажечку, то вот таким вот способом можно сделать отворот лепестку. Можно его завернуть. Не бойтесь, главное, чтобы шпажка была мокрая. Лепесток отвернется. И не нужно никаких закругленных спиленных насадок. Вот такой вот лист закругленный у меня получается.
Работа эта несложная, получится у каждого. Попробуйте. Лепесток получается как у настоящей розы. Не правда ли? Также распылю на него краситель и отправлю на поднос. С помощью конуса делаю небольшой бутон и переношу его на торт. Насадкой розы добавляю еще одно соцветие. Также припыляю его порошковым красителем ярким красным. И с помощью шпажки можно отвернуть вот этот верхний лепесток. Шпажка, напоминаю, должна быть мокрая. Ну и переношу уже мои розы на торт. Самую большую ставлю первой. И к ней уже добавляю остальные розы. Зелень я буду делать с остатков крема от розочек с белым кремом. Сюда добавила зеленый краситель и немного оливковый. Зелень я буду делать листик галочкой. Мешочек смазала немного красителем. Цвет оливковый. И отсаживаю лепестки. Крем без пектина, он более тянучий. И иногда вот этот сам крем, он тянется за насадкой. Сопло у насадки маленькое. Крем выдавливается с трудом, поэтому лучше брать, конечно, двойной мешок.
Не понравилась мне задняя часть, где располагаются розы. Либо сюда нужно делать большие листья зеленые, либо что-то добавлять, какие-то еще цветы. Я решила припылить эти места, добавив немного крема зеленым порошковым красителем. И уже поверх этих кремовых шариков я добавлю белые цветочки. Также добавляю шарики из остатков зеленого крема. Потом я их заполню розовым кремом. Сделаем бутоны. Насадка звездочка маленькая. Отсаживаю гипсофилки. В виде гипсофилок вот такие вот звездочки на зеленые вот эти вот шишечки, треугольнички. В общем, как хотите, так и называйте. Бугорки. Называйте как хотите. И вот я добавляю немного в эти большие зеленые шарики розового крема. Сделать бутончики. Считаю по количеству цветов и бутонов, чтобы было нечетное количество. И с помощью кондитерского декор геля отсаживаю капли росы. Этот гель я также использую для подтеков на торте, для изоляции вафельной картинки от торта. В общем-то, применений у него много. Продается в кондитерских отделах. Можно покупать на развес. И также такой еще декор-гель бывает от топ-декора в тюбиках. Кое-где добавлю еще коричневого красителя порошкового. Оттеню нижние края лепестков. Ну и вот такой вот яркий торт с красными яркими розами у меня получился. Вы часто пишете, что мои торты это торты прошлый век, времен СССР. Если ваши бабушки так украшали торт, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мира вам всем и добра. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.